Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео и обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков очень много, и они для вашего удобства собраны на небольшие коллекции под названием плейлистов и находятся на главной странице канала. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов отдельное спасибо. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо за ваши комментарии. Я сегодня вот к вам с новыми, получается, ниточками. Мы давно-давно ими вязали, да? Вот. И с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Вяжите из летней, из демисезонной, из зимней пряжи. Один и тот же узорчик смотрится по-разному из разных ниточек, поэтому пробуйте из своей пряжи. Ну, а я расскажу о ниточках, с которыми мы работать будем сегодня, особенно новичкам, кто еще с ними не работал. Называются они Yarn Art Jeans. По составу это 55% хлопок и 45% полиакрил. Цвет, смотрите, 18. Нежно-нежно-розовый. На камеру так он и передается, какой он нежно-розовый есть. Смотрите, в моточке находится 50 грамм и в 50 граммах 160 метров. Далее, смотрите, нам советует производитель брать крючок 3,5 миллиметра. Вот я беру свой крючок 3,5 миллиметра. Я уже данную пряжу вязала таким крючком, поэтому я возьму именно его. Вы, в свою очередь, берете точно так же, читаете аннотацию, инструкцию к пряже, к своей, подбираете крючок согласно рекомендациям производителя, ну и согласно своей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте наберем, например, я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и по одной воздушной петельке дополнительно слева и справа. Итого получается 32 воздушные петельки набираю я, ну а вы набираете сколько вам будет удобно. Итак, в начале все как всегда, петелька фиксации, при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, начинаем уже провязывать непосредственно сам узорчик. То есть не вспомогательный ряд, как у многих узорчиков, да, а уже непосредственно сам узор. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. Столбик с накидом получается. Накид. В следующую петельку цепочки по порядку нырнули, провязали точно такой же столбик с накидом. И вот так вот шагаем в каждую петельку нашей цепочки и провязываем по столбику с накидом. Сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть я набрала на 32 воздушные петельки, значит у меня столбиков должно получиться 32. Все, ничего сложного. И вот так вот провязываете до конца ряда, так, в каждую петельку цепочки. Не пропускайте петельку, не провязывайте 2 столбика в одну петельку, контролируйте. Смотрите, 3 петельки подъема, которые мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 уже столбиков я провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встретимся. Угу. Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Это имитация столбика с накидом. Поворот. Теперь смотрите, что мы делаем. 2 накида. Будьте внимательны. Пропускаем 3 столбика. Смотрите, раз, два, три. В 4-й столбик нырнули. Вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такой вот столбик с 2 накидами наискосок получается. Опять 2 накида. В
следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Еще один столбик с двумя накидами, тоже наклонился, да? 2 накида и третий столбик точно так же. Провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас получается вот такая картина. Здесь стоит столбик, так? А эти столбики наклоняются так вот справа налево. Дальше смотрите, что делаем. 2 накида и возвращаемся к тем самым столбикам, которые мы пропустили. Раз, два, три. Вы можете возвращаться как спереди, захватывать, да, вот таким вот образом захватили, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Тоже столбик с двумя накидами. Есть. Далее 2 накида. Вот второй столбик, который мы пропустили. Теперь мы в него возвращаемся и провязываем, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик с двумя накидами. И 2 накида. Вот у нас еще один, третий столбик. Видите? Вот мы его пропустили. Мы тоже возвращаемся к его верхушке, захватываем и провязываем столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот. И у меня получается, что мои столбики, да, вот которые вторые, так скажем, я провязала, да, они находятся перед первыми. Вы можете провязывать сзади, и у вас они будут находиться за вот этими первыми 3 столбиками. То есть как вам удобно. Дальше смотрите, что делаем. 2 накида. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик провязываем точно так же столбик с двумя накидами. Раз, 2 накида. Следующий столбик провязываем точно так же столбик с двумя накидами. 2. И следующий столбик, столбик с двумя накидами. 3. То есть все точно так же. Опять будем провязывать вот такой вот крестик, состоящий из 3 столбиков в одну сторону и 3 столбика в другую сторону. Итак, 2 накида. Вот наши 3 столбика. Раз, два, три. Возвращаемся вначале к первому столбику. Я вот так вот покажу, что я возвращаюсь спереди, да? У меня, получается, столбики будут спереди. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. Опять возвращаюсь спереди. Захватываю верхушку столбика предыдущего ряда и провязываю столбик с двумя накидами. И опять 2 накида. У меня остается еще один столбик, третий. Точно так же аккуратненько в него ныряю. Потом приноровитесь, это будет процесс происходить очень быстро. Все, и у нас опять получился очередной крестик. Видите? Они как бы взахлёст закрывают. Эти столбики закрывают задние столбики. Сзади вот такая картина, то есть наоборот. Вот. Все, и вот так вот провязывайте до конца ряда. Самостоятельно, несложно. Не торопитесь, со своей скоростью, у вас все получится. Давайте в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот что у меня по итогу получилось. Вот такие вот объемные подушечки, ромбики, да, как мы их назовем. Вот. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот мы сделали 3 столбика с двумя накидами в одну сторону, потом в другую сторону. У нас остается один столбик, вернее, имитация столбика, да, 3 петельки подъема. В третью петельку подъема мы провязываем просто столбик с накидом. То есть мы начинали наш ряд 3 петельки подъема. Я говорила, что это имитация столбика с накидом. И заканчиваем столбиком с накидом. Понятно? То есть это для того, кто спрашивает, почему мы начинаем 3 воздушными петельками, а заканчиваем столбик. Потому что в начале ряда нам будет сложновато провязать столбик. Возможно, но пока новичкам будет достаточно того, что 3 петельки подъема. Итак, идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь наша с вами задача, мы идем по верхушкам наших столбиков, да, и сами считаем, как бы сами себя контролируем. Накид. В первый столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Накид. Во второй столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Накид. В третий столбик нырнули, провязали столбик с накидом. Теперь у нас начинаются 3 столбика, которые были наклонены в другую сторону, да, точно так же считаем. Раз, два, 3. То есть можете как считать? 3, 3, 3. Либо 6, 6, 6. Поняли, да? Вот. Вот такая красота. Все, дальше у вас опять идут
3 столбика. 3 столбика в одну сторону наклонены, 3 столбика в другую сторону. И ваша задача в этом ряду все столбики провязать столбиками с накидом. Это вообще не сложно, это самая легкая, так скажем, работа. Поэтому провязывайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Посмотрим, что в итоге получится. Но видно, что не сложно, но красиво, да? Все, давайте самостоятельно вот так вот до конца ряда столбиками с накидом. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, что у нас по итогу получается. Красота, растет красота. Итак, как мы заканчиваем ряд? Точно так же мы делаем накид. И вот у нас 3 петельки подъема были в предыдущем ряду. Мы в третью петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И мы, смотрите, будем повторять точь-в-точь вот этот наш ряд с крестиками. 2 накида. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Из 4 столбика провязываем столбик с 2 накидами. Помните, да, не перепутайте, он должен быть высокий столбик, иначе зажулькается вязание. Второй столбик с 2 накидами. Третий столбик с 2 накидами. Есть. Так? И вы потом опять делаете 2 накида и возвращаетесь обратно. Вы можете, смотрите, сохранять косичку, вы можете делать, опять возвращаться спереди. Так? А вы можете, наоборот, возвращаться сзади. Видите, вот так вот, сзади, за столбиками. Точно так же возвращаемся к первому столбику. И давайте вместе провяжем, посмотрим для сравнения, что получится. Столбик с 2 накидами. 1. Поняли, да, принцип? То есть все то же самое, только мы сзади провязываем. 2 накида. Вот наш второй столбик. Точно так же сзади заходим. Оп. И за верхушечку хватаемся и провязываем столбик с 2 накидами. 2 накида. И точно так же вот наш третий столбик. Сзади, за столбиками провязываем. Беремся за верхушечку и провязываем точно так же столбик с 2 накидами. Вот. И у вас получается, что ваши столбики вторые находятся за первыми. Здесь перед первыми, здесь за первыми. Вы можете их чередовать, да? Как бы для сравнения сейчас вам покажу. Присоединю 1, 2, 3 в 4 столбик, столбик с 2 накидами, чтобы немножечко нам как бы крестик так вот подчеркнуть. Вы можете чередовать. Вначале делать спереди, потом делать сзади, либо все делать спереди, спереди, спереди. То есть как вам больше всего нравится. Понятно? Все, давайте еще раз до конца ряда и в конце ряда встретимся. Хорошо? Ну, а я буду провязывать все время все одинаково. Я сейчас перевяжу, у меня будут столбики спереди. Давайте. Встретимся в конце ряда. Так, смотрите. Опять провязали наши крестики. Опять такой объемчик вырастает. И заканчиваем мы наш ряд точно так же. Вот у нас 3 петельки подъема. 1 накид делаем. И в третью петельку подъема провязываем столбик с 1 накидом. Все, наш ряд закончен. Далее опять 3 воздушные петельки. И точно так же, как мы провязывали с вами, да, полный ряд столбиками с накидом. То есть здесь ничего сложного. Сами для себя считаете, например, 3, 3, 3, да, как я уже говорила. То есть, чтобы не ошибиться, не пропустить и ничего лишнего не провязать. Ну, или просто 6, 6, 6, то есть комплекты своих столбиков. Все, несложно. И вот так вот провязывайте до конца ряда. Угу. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас опять встречу. Такая красота. Давайте. Так, смотрите. Вот такая вот красота начинает у нас еще больше появляться. И точно так же мы заканчиваем. Мы провязываем столбик с 1 накидом. Вот в третью петельку подъема. На этом наш ряд заканчивается. Все. И опять делайте 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И опять провязывайте точно так же. По 3 столбика с 2 накидами в одну сторону и в другую сторону. В одну сторону и в другую сторону. Обратно возвращаетесь столбиками с накидом. Не сложно? Вообще не сложно. Всего лишь только 2 ряда. Но по итогу смотрите, как получается оригинально. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Схемку не прилагаю. Вязание и так понятная. Схемка просто, плохого качества. Я не хочу портить видео. Вы можете для себя на листочке нарисовать. Ничего сложного в этом нету. Увеличим образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получается оригинально, интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится.
Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная рельефная объемная красота и совсем не сложно. Вот такие вот косички. Узорчик получается двусторонним. Выбираете любую сторону, такая сторона у вас будет получается лицевая. Ну, либо у вас будет изделие двустороннее, шарфики, снудики, да. Вы можете данный узорчик взять в кофточки, в кардиганчики, почему бы и нет, вяжите из любой пряжи секционной. У вас могут быть полосочки, косички разноцветные, да. То есть вы можете придумать, нафантазировать и чехлы. Очень интересные будут коврики. Посмотрите. Особенно с массажным эффектом для ножек. Например, полиэфирный полипропиленовый шнур. В общем, идей море. Кто вязал, что интересно данным узорчиком, рассказывайте, какие ниточки, какое изделие у вас получилось, понравился ли вам узорчик. А если не вязали, то подбрасывайте идейки, что можно связать. Смотрите, в моем случае вот так вот узорчик чуть-чуть тянется. И вот так вот тянется, конечно, побольше. Так, данная пряжа, как бы скажу, что она очень хороша для детских пледиков и для детских игрушек. Так что, кто вязал, тоже пишите, что вы вязали из данной пряжи. Давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня это получается 17 сантиметров. А тут, смотрите, получается крестик и столбики, да, два ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И первый, самый наборный ряд 9. Так, это у меня получается, смотрите, 10 сантиметров, ну, с хвостиком, так скажем. За счет того, что столбики у нас с двумя накидами, да, вот такая вот красота. Как вам? Когда вы поймете принцип узорчика, вы сможете сделать между косичками столбики, например, без накида, да? То есть вы можете поэкспериментировать? Можете. Точно так же, как я говорила в начале, вы можете делать косички в разном направлении. Точно так же вы можете и поэкспериментировать именно со столбиками. Красота? Красота. Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.